Бормин и Дакс выдвинулись на поиски железячника Хэммона по поручению старейшины Ковчега. Посетив его дачу, сталкеры выяснили, что Хэммон со своим отрядом отправился в северные земли зоны в поисках упавшего спутника. По пути мутантам встретилась Сельма, боец отряда Хэммона. В одной из стычек она получила несерьезное ранение, и соратники оставили ее. Кроме того, нам стало известно, как процветающий мир превратился в пустоши. Сначала появилась странная болезнь, вызывавшая кровотечение из ушей и покраснение глаз. Смертельную заразу прозвали Красный Мор. Он покосил большую часть человечества, сейчас людей прошлого называют древними, и упыри зоны поклоняются им как богам, в отличие от мутантов, которые рассчитывают только на свои силы. Хорошенько подготовившись в ковчеге, наша троица отправляется в пещеры страха. Running away, I think. Maybe the Red Plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Dumbass ancients. На самом деле это просто частично обрушившийся туннель, в котором скопилось много людей во время эпидемии. И в нем они и остались, не сумев выбраться, хотя, наверное, особого смысла в их попытках убежать и не было. И как обычно, не обходится без небольшой банды упырей, расположившейся в уютном тоннеле. The boat took them across the river. And now the bubbleheads have the boat? But where's your boat? If you don't get those stalkers back, they'll shrink your brain. Из подслушанного разговора становится известно, что в иерархии упырей есть высшая каста – пузыреголовые, которые могут серьезно наказать рядовых членов за косяки. Выясняется, что сталкеры, которых упыри схватили, сбежали и пересекли реку на лодке. Возможно, это отряд Хэммона. Сельма и Дакс отправляются в разведку, пока Бормин присматривает за охотником-поджигателем и медботом. Под колесом машины, рядом с жуткой стеной с насаженными на корни останками людей, Сельма находит сентиментальную записку. В ней некий Йонас извиняется перед дочерью за подмену умершей черепашки и упоминает о том, что в тоннеле люди застряли из-за пробки. А потом он обвалился, похоронив надежду Йонаса на встречу с дочерью. Кроме записки, разведчики собрали немного лома и устранили двух мясников. Вернулись к Бормину для атаки оставшихся упырей, расположились в укрытиях, и Хряк начал бой с предупредительного броска гранаты, зацепившего весь вражеский отряд. Дакс поджег из арбалета охотника, Сельма засадила иглу в поджигателя. Последний ответил броском коктейля Молотова в Бормина. Медбот ломанулся куда-то в дальний конец туннеля. Охотник, несмотря на низкое укрытие, попал в Хряка. Сельма продолжила эффективный обстрел поджигателя. Бормин ушел с горящей земли за неплохо сохранившуюся легковушку, достал картечницу и снес поджигателя. Дакс, не нервничая, перезарядился, хорошенько прицелился и сделал критическое попадание в охотника, который спустя секунду свалился замертво от ожогов. А медбот, как оказалось, побежал в дальнюю часть тоннеля, чтобы реанимировать одного из мясников, которого до этого обезвредили Сельма с Даксом. В погоню пускается Бормин, использует мутацию, делает спринт, закончившийся точным выстрелом из калашмата. Бота отбросило от пациента. Хряк подошел вплотную и сделал в крепкую железяку еще 2 выстрела, пока та не успокоилась. В лагере упырей сталкеры добыли модуль урона Мимир Крутила 30. Это древний бур, заставляющий пулю вращаться в полете, благодаря чему есть вероятность отбросить цель при попадании. А в ящике обнаружилось грубо собранное из магнитов и парных блоков батарей рельсовое ружье под названием «Изменитель состояния» с огромной дальностью стрельбы. Как главный снайпер отряда, Дакс получил его взамен старого пистолета, и отряд направился к выходу из этой братской могилы. Hammond told me he wanted to cross a big body of water to get to a place called the House of Bones. He said the crash site was near there. Сельма сообщает, что Хэммонд планировал из этого места базирования морских титанов переправиться через водоем в Дом Костей. Именно там упал второй аппарат. В ящике, выпавшем из газели, сталкеры находят элегантный головной убор с надписью «Поцелуй меня скорей». Он использовался древними для привлечения партнера,
Обычно такие можно найти на берегах Брекситских островов. Корона плодовитости добавляет вероятность критического попадания при маскировке. Неподалеку Бормин находит записку сталкера Антона, в которой он рассказывает о находке артефакта, который использовался для охлаждения предметов. Однако нашли его в местности, где и так холодно. По мнению Антона, древние были странными ребятами. You're right. There are no mutants in the zone. I've been checking bodies ever since you mentioned it. По дороге Дакс и Бормин завязывают разговор, из которого становится ясно, что их беспокоит история своего появления. Ведь на просторах зоны не встречаются тела мертвых человекоподобных уток или кабанов. На спуске с шоссе отряду встречается страшное пугало, и сразу после этого жуткий голос начинает проповедовать. Obey me, and your soul will be saved. Making my head spin. Did you hear that? I heard the same voices when me and Hammond got ambushed. Сельма вспоминает, что слышала этот голос перед нападением на их отряд. Понимая, что ничего хорошего ждать не приходится, Бормин использует аптечку. Отряд спускается к причалу. По пути находят записку, в которой древняя женщина Тина просит мужа позаботиться о детях и эвакуироваться на пароме. Она их скоро догонит, но сейчас ее задержали солдаты из-за покрасневших глаз, главного признака инфекции. Похоже, что Тина больше не увидела своих детей и мужа. Ghouls popping up everywhere. Check that guy out. You see him? Head like an infected mushroom. You think he's leading the ghouls? Wait a minute. That's the guy who attacked me and Hammond. I think Hammond recognized him, but that was the last thing I remember. He's one of the Nova sect. I heard stories about them. Bogeymen with big heads. Didn't think they were real. Bet he's real enough to take a bullet, though. Gather on the ship, my children. Your destiny awaits. We believe. We believe. Yeah! Hear my voice within your heads. The Ark calls you ghouls, but you are beautiful. You are children of the ancients. Smite the unbelievers. Destroy the Ark. Yeah! 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 Вот наши герои и встречают первого пузыреголового. Сельма узнает в нем командира упырей, которые напали на ее отряд. А Бормин вспоминает, что этот грибоголовый из секты Нова. Страшила занимает среди упырей место духовного и военного лидера. Из его проповеди мы узнаем, что упыри считают себя потомками древних. Он знает, что жители Ковчега называют их упырями. Из-за этого они слегка комплексуют и хотят уничтожить Ковчег. Между делом Сельма и Дакс устроили засаду на беспечного мародера и отправились на разведку. Your thoughts are sinful. Give me your brain, so I may lead you into salvation. Obey me. Obey me. Holy ancient power, feel my words inside you, taking control. К востоку от лагеря упырей нашли записку сталкера Калле. Она предупреждает о том, что упыри в логове рогатого дьявола задумали что-то масштабное, раздобыли источник энергии в 2 раза больше того, что стоит в ковчеге, и теперь стаскивают к себе кучу тяжелого снаряжения. Пара разведчиков поднимается на возвышенность севернее лагеря. И обнаруживает здание бывшей столовой с парой упырей внутри. Они невнятно упоминают о каких-то цифрах, которые ищут их хозяева, и что когда их найдут, зона будет очищена. После чего мародер начинает патрулирование.
чем сразу же пользуются Сельма и Дакс. Но чтобы бесшумно справиться с охотником, им явно понадобится помощь Бормина. И если не получится бесшумно устранить противника, будет лучше всем быть в поле зрения друг друга. Сдвоенный выстрел бесшумных убийц только ранил упыря, так что Бормин вырубил охотника, использовав мутацию. После чего Сельме осталось просто сделать контрольный выстрел. С тела живучего упыря подняли артефакт – Глаз древних. Это крошечный оружейный прицел, который увеличивает шанс критического попадания. С возвышенности сталкеры могут видеть паром и то, что по нему гуляет пара упырей, но не поднимая тревоги, устранить их вряд ли получится, поэтому бойцы приступают к планированию атаки на лагерь. Но перед этим решают обследовать южную сторону причала. И не зря, здесь Сельма и Дакс бесшумно устраняют еще одного мародера. После чего располагаются для атаки лагеря с южной стороны, взяв упырей в клещи. Атаку начинает Селезень метким выстрелом по подошедшему слишком близко брату Бодину. Сельма и Бормин открывают огонь по поджигателю. Тот отвечает броском коктейля в Сельму, спрятавшуюся за диван. Бодин прячется за машиной, используя телепатические силы, выпуская молнию из головы в Сельму. Еще 3 упыря бегут на подмогу лидеру с парома. Дакс решает затаиться, наблюдая за обстановкой. Сельма скрывается от огня в здании, стреляет в телепата. Хряк подходит поближе к поджигателю, добивает его из картечницы, но разбившаяся при падении бутыль Молотова поджигает здоровяка. Брат Бодин вновь выпускает молнию, на этот раз в Бормина. И в него же точно стреляет из автомата охотник. Мясники же просто занимают позиции повыгоднее. Хряк пользуется мутацией «Беги и стреляй», перебегает за машину поближе к лидеру упырей и стреляет в него из калашмата, выбивая из укрытия. Этим тут же пользуется Дакс и делает точный выстрел из арбалета. Сельма подлечивает Хряка и тоже стреляет в Бодина. Последний делает пробежку, укрываясь за сараем рядом с Даксом. Охотник точной очередью вырубает Сельму. Мясники все пытаются добежать до врагов и навязать ближний бой. Бормин оказывает первую помощь напарнице и укрывается внутри сарайчика. Дакс отступает за бочки, применив мутацию, делает критический выстрел из нового ружья по Грибоголовому. Сельма вслед за Хряком прячется в здании, делает из него феноменально точный бросок коктейля Молотова в очень удачно скучковавшихся мясников. Брат Бодин вновь выпускает свою молнию, она прилетает в Бормина и перекидывается к Сельме, попутно разнося в щепки хлипкие стены. Охотник вновь тяжело ранит разведчицу. Горящие мясники не оставляют попытки добраться до мутантов. Бормин, перезарядив калашмат, применяет кабаний гон и отправляет в отключку Бодина. Дакс перезаряжает ружье и на всякий пожарный добивает вражеского лидера. Оставшиеся упыри подбираются вплотную к сталкерам. Селезень решает вывести из боя охотника и устраивает тому дымовую завесу. Бормин отходит от мясников, дожидается, когда те скончаются от ожогов, после чего вырубает и без того ничего не видящего охотника. Дакс оказывает первую помощь Сельме, после чего весь отряд готовится к моменту, когда дымовая завеса над охотником рассеется и уничтожает бедолагу слаженным залпом из 3 стволов. Let me ask you something. Out of all the dead bodies you've seen in the zone, any of them ever look like us? Like mutants? Nah, and I've been looking. No skulls like mine, no skulls like Borman's. I don't think I've seen any with little horns on their head. That's kind of weird, right, Borman? Kind of makes you want to talk about it, right? There are no mutants outside the Ark, except us. The Elder told us a bunch of times. No matter how deep into the zone Hammond traveled, he never saw a trace of us, of mutants. Guess we should feel special or something? Selma, you're tough enough to resist the rot, and smart enough to keep the ghouls at bay. You're pretty special in my book. Now everybody, shut the fuck up! После жаркого сражения напарники, как ни в чем не бывало, вновь вернулись к обсуждению наличия в мире других похожих на них мутантов. Приходят к выводу, что они очень особенные, раз представлены в единичных экземплярах. Но болтовня Сельмы и Дакса начинает раздражать Бормина, так что он велит им заткнуться. На пароме, кроме лома и химического факела, сталкеры находят артефакт «Силовой кирпич». По свидетельству хрониста Бодина, кстати, он не родственник брату Бодину, этот тяжелый кусок металла, при помощи которого древние заставляли свои машины работать. В нем еще осталось немного энергии. Если лизнуть сверху, язык будет щипать. Что сразу решил проверить Дакс. Hey, I've seen these before. You need to lick the top to see if it still works. The ancients used these to run lights and machines. Prick will give us a good deal on this one. It's
still holds power. Ducks, don't play with that thing. We're bringing it back to Prep. I can't feel my tongue. Hey, it's not funny. Кроме этого, у одного из трупов мутанты находят ключ от специальной зоны к югу от парома, где находится ящик с пиродоспехами. По описанию хрониста Дентия, это древние доспехи для защиты от огня, изготовленные таинственной пожарной службой, в прошлом известной и многочисленной бандой пироманьяков. Перед плаванием на пароме соратники решают вернуться в ковчег, чтобы пополнить запасы и доложить старшему об обнаружении сектантов. Nova sect. So close to our borders. This is troubling. I should have known. Where the ghouls come, the Nova sect follow, as they say. If you're a ghoul, you think the Nova sect is a dedicated group of priests trying to cleanse the world of evil. This is not accurate. The Nova sect is a psychotic death cult who are trying to destroy the Ark and everyone in it. Their leader, Plutonia, knows we cannot be swayed by her lies. We are not followers, and she hates those who do not follow. The zone is like a warm radiation bath that turns brains into rice pudding. But by hook or by crook, the Nova sect prosper in the zone. The radiation has actually blessed or cursed their minds with special gifts. They can get inside your head, put horrible things inside. Make sure they don't get inside your heads, stalkers. Он рассказывает, что сектой Нова руководит Плутония, а сама секта является безумным культом смерти, одной из главных целей которого является уничтожение Ковчега и всех его обитателей. Из-за высокого радиационного фона в зоне у сектантов появились психические силы, в чем мы убедились в сражении с братом Бодином. Дакс меняет свой бронежилет на пиродоспехи, после чего сталкеры получают новые мутации. Бормин обретает умение трупоед. Эта жуткая способность существенно улучшает обмен веществ и укрепляет зубы, благодаря чему хряк теперь может поедать любое свежее и сырое мясо, восстанавливая тем самым здоровье. В бою способность заменяет кабаний гон. Дакс открывает мутацию рубильник и теперь может мгновенно определять критически важные части механических врагов, ненадолго отключая их метким попаданием. У Сельмы же увеличивается запас здоровья и дальность броска гранаты. После этого Бормин и Сельма полностью восстанавливают здоровье, использовав аптечки, и отправляются в ремблок Дельты. Ghouls are one thing, but the Nova sect are on a whole other level. They're some strange cult that promises the ghouls eternal whatever, as long as they work as their slaves. They say they hear the voices of the ancients. Well, maybe they do. Years of breathing that zone air gave the Nova sect telepathic powers. At least, that's what I heard. Дельта говорит о том, что культ Нова обещает упырям вечное нечто в обмен на рабский труд. Что-то мне это напоминает. Железячница разбирает на запчасти второй пистолет Жала, устанавливает на пистолет Мимир модуль Крутила 30 и прицел Глаз Древних, и улучшает пистолет. Затем напарники отправились в магазин Иридии. Way north of here, I mean way north, there is a place that was once the grub hall of the ancients. Ancients came from far and wide to eat their special god grub at this place. Grub gave them their powers. Want to know what they call this place? Pizzeria. Сталкерша на пенсии рассказала о том, что далеко на севере есть харчевня древних под названием Пиццерия. В ней древние ели пищу богов, которая даровала им их способности. В магазине прикупили 4 аптечки и пошли в бар. Прип рассказывает историю о том, как он в молодости наткнулся на несколько бутылок нитроглицерина. Вернее, не он наткнулся, а его напарник Тонни. И когда тому оторвало ноги, Прип понял, что ему крупно повезло. Но коктейль нитро плохо зашел публике. Еще и старший расстроился после того, как голова одного из его хронистов раскололась надвое. В общем, Прип делится с нами нитроглицерином, и теперь гранаты будут мощнее бахать. Сталкеры возвращаются к парому и плывут в дом костей.
I didn't catch what you were saying back there, Selma. Where was Hammond going? The House of Bones. We're almost there. And why, pray tell, do they call it the House of Bones? It's a big house full of dead people. Oh, fantastic. Borman, don't lie to me. You do not want to be doing this right now. What I want and what I need are two different things. We need to find Hammond, so shut up and get your head in the game. Сельма объясняет Даксу, что название Дома Костей появилось от того, что это большой дом и в нем полно мертвецов. Естественно, Селезень предлагает всем не лезть туда. Но Бормин, как обычно, резко напоминает о том, что они обязаны найти Хэммона. У ворот бывшего госпиталя висит протокол «Красный мор», в котором говорится, что к больнице запрещено приближаться и по нарушителям будут стрелять без предупреждения. Если вы испытываете симптомы болезни, то обращайтесь в городскую больницу или звоните на горячую линию. So cold up in these parts, I can't feel my beak. Yeah, I've never been this far north before. I feel cold to the bone. Подойдя ближе к зданию, сталкеры обнаруживают, что оно серьезно охраняется. This is it. The House of Bones. See this symbol on the signs? Means danger. И хилые упыри типа мясников здесь не такие уж и хилые. И нужна огромная доля везения, чтобы обезвредить их с 2 выстрелов. Так что Сельма и Бормин временно меняются оружием. Пистолет с глушителем на картечницу. И 3 точных попаданий хилым патрульным более чем хватает. Сталкеры бесшумно устраняют одного и продолжают разведку. You did it. That building there? A House of Bones. It was a fortress full of tiny flesh-eating monsters called Students. They came here every day to learn how to become bigger monsters. Now you hear the story. I don't hear the story, I see the story. I went inside and I saw all these drawings of monsters and flying machines and gross stuff. Scary stuff. Один из упырей, насмотревшись картинок, сделал интересный вывод о назначении госпиталя. По его мнению, это крепость для крошечных плотоядных чудовищ под названием Студентики, куда они ходили, чтобы узнать, как стать чудовищами побольше. После диалога упыри разделяются и гибнут поодиночке от рук нашего отряда. Устранив врагов, охранявших западный вход, сталкеры обследуют первый этаж здания и находят новый артефакт дефибриллятор. Судя по рисуночкам, он служил для отдыха, так как при его использовании древние всегда лежат. Возможно, при этом происходило удаление тех самых фибрил. Defibrillator. There's instructions to use this on somebody who's lying down. Maybe something to aid sleep or to relax. This sounds relaxing. Maybe I'll use it to unwind when I get back to the Ark. Само собой, Дакс планирует испробовать его действия по возвращению в ковчег. Исследовав первый этаж, сталкеры решают осмотреть территорию восточнее здания. Elder Almighty. A mountain of body bags. This is just horrible. И здесь им открывается ужасная, пробирающая до костей картина сложенных в штабеля замерзших трупов и ров, наполненный телами умерших. Holy Ancient's power. Do you feel it? Let us now gather at the sacred site for the ritual sacrifice. Отряд вновь слышит странный голос у себя в голове, значит неподалеку есть сектант-телепат, и нужно быть вдвойне осторожными. Сталкеры устраивают еще одну засаду на патрульного мясника, продвигаются вдоль здания и видят упавший спутник с окружившими его упырями, во главе которых стоит очередной сектант, брат Скук. The fallen machine did not contain the sacred numbers. But fear not, my children. The machine led a stalker to us. A smart stalker whose mind holds the secrets we need. The smart stalker will show us where the sacred numbers are kept. Tonight, we will sacrifice his companion's life. The Ark has spilled our blood. Tonight, we spill their blood. A stalker who hunts my children. Now he is the hunted. He is the sacrifice.
Из его речи становится известно, что упыри пленили Хэммона и рассчитывают с его помощью найти какие-то священные цифры. А второго напарника Хэммона они собираются принести в жертву. В главном лагере, кроме Скуга, расположились поджигатель, охотник и активный медбот. В здании госпиталя на втором этаже засели поджигатель и охотник. Сталкеры устраивают засаду на еще одного патрульного мародера и решают начать штурм здания. Бормин и Сельма обратно размениваются оружием, скрытно поднимаются на второй этаж. Cut it real quick. Wouldn't make his face uglier, would it? This man fell out of the ugly tree and hit every branch on the way down. That's ugly. Ugly Hawkman. Упыри мило беседуют о том, что их оставили здесь присматривать за пленным сталкером-человеком, в то время как остальная банда отправилась веселиться. Но упыри не унывают, предвкушая веселье с лицом пленника и ножом. Однако их мечтам не суждено сбыться. Отряд занимает позицию для атаки, дожидается, когда охотник отойдет в другую комнату и открывает шквальный огонь из всех стволов по поджигателю. Бормин выбегает из укрытия, мимоходом добивает врага из картечницы и, активировав мутацию, бежит к охотнику, по пути ловя от него очередь из автомата, но достойно отвечая залпом из калашмата. Дакс перезаряжает изменитель и кидает химический факел на задний двор, чтобы подсветить приближающихся противников. Сельма занимает выгодную позицию у окна. Во вражеском лагере объявляют тревогу. Медбот активируется, бежит реанимировать одного из устраненных ранее упырей. Охотник, маневрируя, ведет бой с Бормином. Но кабан ощутимо крепче, да и калашмат гораздо мощнее автомата, особенно вблизи. Дакс занимает отличную позицию для перестрелки с упырями и делает точный выстрел в поджигателя. Сельма перезаряжает пистолет и использует мутацию Хиппи, фиксируя на месте троих самых опасных противников. Те в свою очередь переходят к активным действиям. Брат Скуг создает какую-то связь с охотником, который переходит в режим наблюдения. Медбот спешит к пациенту, поджигатель делает прекрасный бросок в Дакса, мясник запрыгивает на второй этаж. Дакс благодаря пиродоспехам комфортно чувствует себя в огне, перезаряжает изменитель и стреляет в мясника из арбалета. Сельма поддерживает его огнем из пистолета. Ну а Бормин, понимая, что не успевает помешать боту, сжирает труп охотника и перезаряжает калашмат. Брат Скуг испускает разрушительную молнию в Сельму. Разряд уничтожает стену, попадает в девушку и перекидывается в Дакса, разваливая и его укрытие. Тем временем медбот реанимирует мародера. Охотник посылает точнейшую очередь в Дакса, а мясник добирается до Сельмы. Наладан дышащий Дакс меняет укрытие, вырубает из изменителя мясника. Сельма отступает вглубь здания, надеясь уйти из зоны поражения молнией, и закидывает гранату прямо в толпу упырей. Бормин активирует «Беги и стреляй», выбегает на балкон и точным выстрелом из калашмата вырубает поджигателя. Тот при падении роняет коктейль Молотова и поджигает охотника. Скуг отступает, медбот запрыгивает на крышу. Охотник, не меняя позиции, тяжело ранит Сельму, ну а реанимированный мародер добирается до поля боя. Бормин выбирает на балконе позицию получше, делает точный выстрел в охотника. Его поддерживает огнем Дакс. Скуг подбирается вплотную к Хряку, медбот приступает к реанимации поджигателя. Мародер стреляет в Бормина, его оружие не пробивает доспех здоровяка, но огонь охотника наносит урон. Дакс, видя, что охотник скоро свалится от ожогов, оказывает первую помощь Сельме. Та подбирается поближе к боту и стреляет из Мимира, но попадание не сбивает программу реанимации. Видя опасность работы медбота, Бормин бежит к нему, то же делает и Дакс. Однако взобравшийся наверх брат Скуг шарахает молнией в Бормина, и та, перескочив через Сельму, вырубает Дакса. Мародер вслед за телепатом поднимается наверх, безрезультатно стреляет в Хряка, в него же бросает коктейль реанимированный поджигатель. Кабан перезаряжает свою пушку и снова вырубает поджигателя. Сельма поднимает селезня и закидывает коктейль Молотова в Скуга. Дакс отходит подальше для перезарядки оружия. Вражеский телепат снова пускает молнию в Хряка, но в этот раз ей не хватает радиуса действия, чтобы перекинуться на напарников. Медбот начинает снова оживлять поджигателя, а бедный мародер безуспешно стреляет в спину здоровяка. Множество атак по Бормину сделали свое дело, и он из последних сил подбегает к реанимируемому поджигателю и сжирает его прямо под манипуляторами медбота, после чего разряжает в него калашмат. Дакс осторожно выползает из укрытия и тоже стреляет по боту.
Сельма же привязывает к земле двух оставшихся упырей и занимает безопасное место для перезарядки. Сбитый с толку медбот бежит на задний двор, упыри занимают выжидательную позицию. Бормин активирует мутацию, врывается на балкон, стреляет в Грибоголового из картечницы. Дакс решает в кои-то веки зарядить оба оружия. Сельма меняет позицию с расчетом на стрельбу по боту, который возвращается на второй этаж и пытается поднять мясника, в то время как Скук продолжает дуэль с Хряком. Сельма и Дакс наконец-то выводят из строя бота. Бормин размазывает по стене мародера, получает очередную молнию от телепата, пожирает останки мародера и продолжает дуэль со Скугом, из которой после пары выстрелов выходит безоговорочным победителем. Бормин говорит о том, что пленник упырей не Хэммон, но есть надежда, что сталкер знает, где его искать. На поле боя сталкеры находят добавляющий дальности стрельбы прицел под названием «Зеленый глаз». Подойдя поближе к спутнику, который при падении частично развалил здание, партнеры видят распятого на механизме человека. The smell of gunpowder fades. We're safe for now. We free the prisoner. He's a stalker named Magnus, part of Hammond's team, Selma's partner. Magnus is a mutant too. Not on the outside, but on the inside. He's got powers, mind powers. But he's not insane like the Nova Sect. He's calm, real calm, tuned into some frequency only he can hear. Magnus tells his tale. Him and Hammond were ambushed by the Nova Sect. Nova Sect heard about Hammond. Heard he could talk to machines, get machines going. So they left Magnus here to die, and took Hammond south to their hangout. They call it the Spear of Heaven. Nova Sect would make Hammond interpret the gifts of the Ancients and open the gates to Eden. Whatever that means. Magnus thinks they're gonna blow up the zone and take the Ark with them. I suggest we rescue Hammond before something goes boom. Selma and Magnus agree. Even Dux. Как выяснилось, это Магнус, напарник Сельмы из отряда Хэммона, и его просто привязали к спутнику. Магнус тоже мутант, хоть и выглядит как человек. Его мутация проявилась в умении использовать психические силы, как это делают сектанты Новы. Оказывается, упыри знали об умениях Хэммона в обращении с машинами и специально устроили засаду на отряд. И сейчас Железячник, скорее всего, в Небесном Копье, логове упырей на юге. Сектанты хотят с помощью Хэммона понять дыры древних и открыть врата Эдема. Магнус думает, что это значит уничтожение взрывом зоны и ковчега. Соратники обыскивают местность вокруг, находят множество лома, несколько гранат, запчасти от оружия и в одном из ящиков бум-палку. Это потертое и исцарапанное, но очень мощное и надежное оружие, к тому же прекрасная замена не такой мощной картечницы. Напарники решают отправить Магнуса в ковчег для реабилитации и в качестве гонца. А Бормин, Дакс и Сельма отправляются в ту самую пиццерию далеко на севере, о которой им рассказывала Иридия. Понимая, что встреча с противником неизбежна, наша троица рассовывает гранаты по карманам, затем распределяет очки мутаций. Бормин пускает все в увеличение запаса здоровья, чтобы жить еще дольше и упорнее. Дакс выбирает пассивное умение альпинист и теперь еще комфортнее чувствует себя на высоте. Из-за этого повышает вероятность критического попадания по врагу. Ну а у Сельмы, так же как и у Бормина, увеличивается запас здоровья. Have you heard that old legend? The two star-crossed lovers, Izzer and Fala, ran away to a lost palace somewhere in this area. This might sound crazy, but could this be the palace? Was that the legend about Izza and Fala and all the loot they were hiding away in the Lost Palace? Because that's the story I'm interested in. These star-crossed lovers better have some supplies.
Сельма вспоминает легенду о влюбленных Иза и Фалла, которые укрылись в заброшенном дворце, расположенном в этих краях. Дакс уточняет, что во дворце любовники прятали сокровища, а Бормин добавляет, что было бы очень неплохо найти эти самые сокровища. Но пока мутанты находят только развалины придорожной заправки и странный труп упыря рядом с ними. После осмотра Бормин сообщает, что раны на трупе очень похожи на те, которые оставляют некоторые металлические люди. И встреча с ними не заставляет себя долго ждать. Пара боевых роботов устроила в окрестностях заправки настоящую бойню, отправив на тот свет немало упырей. Наш отряд, понимая всю опасность киборгов, готовится к бою. Сельма вместо Молотова берет Эми-гранату, которая отключает на некоторое время роботов. Дакс меняет мутацию черепокол на рубильник, а Бормин способность трупоед на кабаний гон. Напарники подгадывают удачный момент, когда роботы сближаются. Сельма бросает Эми-гранату и начинается натуральный расстрел копа-бота помельче. 4 точных попадания, и в рабочем состоянии остается только копа-бот-охранник. В моменте троица так увлеклась расстрелом второго противника, что не уследила, как робот восстановился и шмальнул из дробовика по Бормину. В ответ Хряк сшиб кабаньим гоном железяку и добил его на месте из калашмата. Сталкеры собрали лом с окончательно сломанных роботов, после чего направились к зданию пиццерии. На стершейся вывеске Хряк читает Иза и Фала и понимает, что легенда не выдумка. Но внутри засели упыри. Бедняги угодили в ловушку, нарвавшись на роботов, и теперь не могут выбраться из здания. Некоторые из них пытались, но неудачно. Сталкеры, не надеясь на слепую удачу, проводят тщательную разведку. Выясняют, что на крыше засели мародер и охотник, а на заднем дворе расположились шаман, охотник и здоровенный упырь с калашматом, как у Бормина, танк. Товарищи готовят вооружение и мутации для борьбы с живыми противниками. Распределяют бесшумное оружие, начинают дерзкий штурм. Скрытно поднимаются на крышу здания, не поднимая тревоги, устраняют патрульного мародера, вооружаются привычными стволами и начинают открытый обстрел одинокого охотника на крыше. 3 точных попадания, и бедняга превращается в обед с хрустящей корочкой для Хряка. Шаман без промедления трубит в рог, призывая пару мародеров и мясника. Танк с охотником занимают позиции и переходят в режим наблюдения. Вкусно пообедав, Бормин поджигает 2 упырей точным броском Молотова. А Сельма фиксирует бедолаг на месте мутации, после чего подкрадывается ближе, ища позицию для стрельбы, как и Дакс, по пути перезарядивший арбалет. Шаман забегает внутрь здания, танк точным выстрелом отбрасывает Бормина. Охотник, не имея цели, продолжает наблюдение, ну а подкрепление спешит от заправки к пиццерии. Наш танк выходит на край крыши, получая попутно попадание от охотника, достает бум-палку, делает точный выстрел, обрушивая свинцовый дождь из дроби на небронированного охотника. Сельма, а вслед за ней и Дакс находят удобную позицию для точной стрельбы по упырю-переростку, который повторно сбивает с ног Бормина своей пушкой. Охотник беспомощно поджаривается в огне, шаман сближается с подмогой, которая заходит в тыл нашим бойцам. Дакс и Сельма продолжают хладнокровно расстреливать танка. А Бормин отправляется прикрывать тыл, ведь здесь все ближе подбираются шаман и его команда. Охотник задыхается в огне, а танк, освободившись от корней, перебегает вдоль стены к углу. Своим маневром он укрылся от огня наших стрелков, но Сельма решает этот вопрос радикально, снеся гранатой стену, за которой укрылся Громила. Это позволило Даксу сделать критическое попадание, вырубившее врага. В это время Бормин восстановил здоровье, подкрепившись мародером, применил мутацию «Беги и стреляй», расположился на краю балкона, очень больно попал по мяснику. Тот в свою очередь забрался на крышу и ранил Борова в рукопашной. Плюс 2 мародера подключились к обстрелу Бормина. Хряк не стал терпеть такую наглость, достал дробовик и в упор разнес мясника. Дакс осветил химическим факелом 2 упырей, а Сельма угостила их коктейлем. Шаман и горящие мародеры продолжили малоэффективный обстрел Бормина.
Он же, не торопясь перезарядив дробовик, обезвредил ближайшего мародера. Сельма с Даксом перезарядили оружие и решили понаблюдать за тем, как отлично справляется напарник в соло. Шаман повторно протрубил в рог, на этот раз прибежал только один мясник. Сельма, решив все-таки помочь кабану, выбегает на балкон. Бормин, сменив позицию, шмаляет дробью по шаману. Дакс, благоразумно укрывшись за стеной, точно посылает болт из арбалета в шамана. Бедные упыри, уже не зная, как нанести урон адскому хряку, подходят вплотную, за что тут же оба серьезно поплатились. Мародеру в затылок вошла стальная игла из пистолета Сельмы, а шамана размазал дробью по асфальту Бормин после очередной трапезы. Мясник, бежавший на помощь своим, не знал, что как только он окажется на дороге, превратится просто в движущуюся мишень, на которой мутанты попрактикуются в меткости. Кроме стандартного лома и запчастей, сталкерам достался артефакт-холодильник. Упыри считают его отличным местом для хранения голов жертв, то есть врагов. Food or drink, perhaps. Seen some of these around. Apparently a good shelter against radiation. I think the ghouls kept souvenirs cold in these boxes. There's still some blood inside. Бормин делает предположение о том, что в нем можно хранить еду и питье. Сельма добавляет, что холодильников немало в зоне и в них удобно прятаться от радиации. Но, судя по следам крови, упыри хранили в этом свои трофеи. В ящике нашлось примитивное оружие из труб и обрезков железа. Несмотря на внешнюю примитивность, трубострел обладает магазином на 3 патрона и довольно точно стреляет. Он вполне может подойти Даксу. Исследуя окрестности, сталкеры натыкаются на стаю псов зоны, которые охраняют ящик с чем-то ценным. 3 пса выглядят очень угрожающе, но легкость, с которой прошел прошлый бой с упырями, добавляет авантюристам уверенности, и они решают атаковать практически в лобовую, не забыв перед этим немного изменить тактику. Бормин спрятался за камнем, дождался, когда один из зверей подойдет, после чего начался массовый обстрел монстра из всех стволов. Одним залпом 3 сталкеров не смогли убить одного пса, и он, прокусив броню, ощутимо тяпнул хряка. Еще 2 особи прибежали на помощь коллеге. Но призванные Сельмой корни остановили хищников буквально в метре от сталкеров, после чего для отряда снова открылся тир. И когда вроде бы у одного из псов появилась возможность освободиться от корней, Бормин мощным ударом оглушил зверя, после чего стрелкам осталось добить несчастное животное. The ancients left their machines running loose in the zone, and now we gotta face the consequences. They're killing ghouls left and right. В ящике обнаружилась древняя охотничья однозарядная винтовка Проща. Еще одно оружие, очень подходящее для Дакса. На этом троица закончила вылазку на север и возвратилась в ковчег. My brave, fierce stalkers, you make an old man feel young. I heard of your recent exploits, and how your search for Hammond now leads to the Nova Sect's base in the south. They call it the Cathedral, but it is anything but. My brave stalkers, I pray you find Hammond in good health and return him here safely. If the Nova Sect probe Hammond's mind, the Nova Sect's leader, Plutonia, is obsessed with some prophesized doomsday that never comes. The end of the world isn't coming fast enough, so Plutonia wants to jumpstart Armageddon with weapons left here by the Ancients. Weapons that tore this place apart. Weapons Hammond could be forced to restart. To worship the Ancients is to worship death. We are the lights that never go out. We are the Ark. And you will save us all. May your search for Hammond continue in complete safety. Старейший поощрил целеустремленность сталкеров в поисках Хэммона.
Пояснил, что лидер секты Нова, Плутония, одержима идеей судного дня и, возможно, с помощью Железячника хочет устроить Армагеддон, использовав оружие древних. По сути, все это мы уже слышали от Магнуса. Дельта предостерегает приключенцев насчет псов зоны. Затем увеличившийся отряд проводит очень много времени, перераспределяя оружейные модули, чтобы настроить взаимодействие нового состава, ведь в следующем путешествии Магнус заменит Сельму, у которой после 3 подряд тяжелых встреч с телепатами ухудшилось состояние здоровья и было принято решение оставить девушку на реабилитацию в Ковчеге. Также в ремблоке на полную прокачали бум-палку, превратив дробовик в мощное и очень круто выглядящее оружие. В баре Прип забрал 2 артефакта, в обмен поделившись Эми-усилителем, который ему отдал один задолжавший и теперь сидящий в подсобке в мешке Железячник. Благодаря усилителю Эми-гранаты теперь будут действовать дольше. В обмен на 2-й артефакт бармен поделился секретом подсумка для гранат. Ведь иногда позарез нужна еще одна пара рук, а у тебя нет времени их отращивать. Согласно записям хронистов, такие подсумки таскали древние отборные воины-гранатадеры для хранения запасных гранат на случай, если парочки не хватит для чинного и благородного разрывания врагов на кусочки. Послушав байки Припа, сталкеры заглянули к Иридии. Those Novasec morons have no direct line to the ancients. That's a load of rot. What they do have is a steady supply of mushrooms, and I don't mean the mushrooms growing in your toilet. I mean magic mushrooms. Well, not magic, but they do make you feel like you're someplace else, talking to a unicorn, playing a ukulele or something. Never tried eating them, but they sound like fun. Первым делом суровая воительница пояснила нам, что дураки из Новы не прямые наследники древних и верят в обратное только потому, что без меры злоупотребляют волшебными грибами. Выслушав это наставление, бойцы затарились гранатами, коктейлями и аптечками, взяв всего по паре штук, и отправились на юг. Bye.